Охрана срочно прервала совещание Зеленского. Покушение на президента. План захвата страны. О чем речь, расскажем. Дальний и яркий полет. Украинские фламинго неожиданно посетили ключевой российский объект. Теперь официально. Резкий прорыв на фронте. Армия пошла в контратаку. Обращение президента к войскам. Обратный отсчет пошел. Ликвидация диктатора вместе с наследником. Будет ли отдан приказ? Такое произошло впервые. Топ-менеджер был убит. Семья требует провести новое расследование. Об этих и других новостях к вечеру субботы 21 февраля. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Мощнейший удар, который может повлечь самые серьезные последствия. В российской Удмуртии подвергся атаке Воткинский завод, который производит двигатели для российских ракет, в том числе для печально известных «Искандеров» и того самого «Орешника». Согласно источникам, вокруг завода создана серьезная охрана. Периметр укреплен рвами, что подчеркивает важность объекта для России. Атаку на завод удалось провести на расстоянии около 1500 километров от украинской границы. Результативность удара признал глава региона Александр Бричалов. Один из объектов на территории Удмуртии подвергся атаке беспилотников. В результате есть повреждения и пострадавшие. Примечательно, что в первые недели полномасштабной агрессии на предприятии провели митинг поддержки СВО и Путина, а гендиректор обещал произвести рекордное число смертоносной продукции для убийства украинцев. Такого объема, который мы должны выполнить в 2022 году, не было никогда. Ну, вот только удар по предприятию был нанесен не беспилотниками, как это утверждает глава Удмуртии Бричалов, а украинскими ракетами «Фламинго». Еще летит! Где? По звуку. Совладелец компании Firepoint, производящей ракеты «Фламинго», Денис Штиллерман опубликовал видео с пусками ракеты, не уточнив, связаны ли они с сегодняшней атакой на российский завод. Он заявил, что контекст видео будет раскрыт позже. Новейший атомный авианосец ВМС США Джеральд Форд вошел в акваторию Средиземного моря. Это подтверждают фотографии корабля, сделанные во время прохождения им Гибралтарского пролива. Как пишут аналитики, теперь обратный отсчет довоенной операции против иранского режима пошел. Тем временем всплыли новые детали одного из сценариев удара. По данным Axios, администрация Дональда Трампа рассматривает радикальные меры, включая ликвидацию верховного лидера Али Хаминеи и его сына. Ранее CNN сообщал, что атака может начаться уже в эту субботу, но позже Трамп дал режиму аятоллы еще 10-15 дней. Демилитаризация украинского неба от птичек-захватчиков продолжается. О возможной ликвидации российского Су-34 сообщил специализированный телеграм-канал «Авивектор». По данным авторов публикации, истребитель-бомбардировщик вылетел с места базирования аэродрома Армавир в Краснодарском крае, но вернуться ему не было суждено. Самолет нанес удар управляемыми авиационными бомбами по Днепропетровской области и упал вблизи Каменки Запорожской области. Информация уточняется. Ожидаем подтверждения от официальных источников. Похожая информация появилась и в каналах ряда Z-блогеров. Руководство Вооруженных сил Украины пока никак эти сообщения не прокомментировало. Зато из утренней субботней статистики Генштаба следует, что силы обороны затрофеили еще один вражеский вертолет. Подробностей пока нет. Дональд Трамп не скрывает своего негативного отношения к решению Верховного суда США, который накануне признал его импортные пошлины незаконными. Решение Верховного суда по тарифам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда. Мне абсолютно стыдно за то, что у них не хватило смелости сделать то, что правильно для нашей страны. Но Трамп – это Трамп. Он отреагировал не только словами, но и действиями и ввел новые пошлины для всех. Сегодня я подпишу указ о введении 10% глобального тарифа в соответствии с разделом 122, сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются.
Эти новые пошлины будут действовать 150 дней, если их действия не поддержит Конгресс. Ранее Верховный суд признал тарифы, которыми Трамп обкладывал импортные товары, незаконными. По мнению судей, у президента не было достаточно полномочий для их введения. 2 недели украинские источники старались об этом молчать, и вот есть официальное подтверждение. Заявление сделано самим президентом. В интервью AFP Владимир Зеленский подтвердил успешные контратаки на Южном фронте. Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу прежде всего поздравить нашу армию, все вооруженные силы, потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров. В российских регионах начались перебои с поставками сжиженного углеводородного газа. Недостаток наблюдается в Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Московском регионе и Татарстане. В результате дефицита топлива пришлось закрыть часть автозаправок, сообщает «Коммерсант». Задержки поставок через железную дорогу привели к тому, что топливо не разгружается на станциях, а некоторые станции уже пусты. Компания «Реал Инвест» предупредила, что ситуация угрожает контрактам с государственными и муниципальными учреждениями, включая воинские части и автобусные парки. Участники рынка заявляют о проблемах с логистикой и экспортной политикой производителей, которые в декабре направили большую часть сжиженного газа на экспорт. Это привело к дефициту на внутреннем рынке. Россия активно продает этот газ Турции, Индии, Китаю и странам Центральной Азии. Железнодорожные отгрузки в Китай в декабре 2025 года и январе 2026 показали исторический максимум, достигнув 65 тысяч тонн, что почти в 1,5 раза больше среднего показателя прошлого года. А тут появился еще один мощный фактор. Дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Самарской области. Ну да, вот как раз говорят 4. Ух, как ярко сейчас было, бля. В результате удара на нефтегорском заводе возник масштабный пожар, охвативший 5 резервуаров. Видеокадры с места событий показывают яркие вспышки и огонь, охвативший территорию завода. Предприятие в Нефтегорске занимается переработкой природного и попутного нефтяного газа, поступающего с месторождений в этом районе. Атака вызвала эмоциональный подъем у некоторых очевидцев. Я хочу домой. Сейчас посмотрим чуть-чуть. Я домой хочу. Я смотри на камере, как небо нахуй. Да я вижу. Она и вживую неплохо, кстати, светится. Может, просто и они устали от войны? За последние 4 года в СМИ появлялись десятки сообщений о загадочных смертях российских крупных бизнесменов и чиновников. Но такое случилось впервые. Семья Владислава Баумгертнера, экс-главы Уралкаля, который погиб в январе на Кипре, не согласна принять версию о том, что это произошло случайно. Как сообщает «Коммерсант», сыновья и первая жена топ-менеджера обратились в московскую полицию с просьбой не выдавать разрешение на захоронение и провести альтернативное расследование. Они сомневаются в официальной версии о том, что бизнесмен сорвался со скалы во время тренировки по скалолазанию. Тело Баумгертнера было найдено 14 января в ущелье на южном побережье Кипра между поселками Писсури и Авдиму. Для опознания потребовалась ДНК-экспертиза, так как тело было сильно повреждено. Баумгертнер стал широко известен в 2013 году, когда его взял в заложники Александр Лукашенко. Тогда диктатор вступил в конфликт с олигархом Сулейманом Керимовым, на которого работал топ-менеджер. После окончания войны вокруг Беларусь-Калия и Урал-Калия бизнесмена отпустили. Сразу после смерти Баумгертнера Сулейман Керимов помирился с Рамзаном Кадыровым, который потерял деньги на том старом калийном конфликте. Ну, как думаете, обычное совпадение? Но не всем так не везет, как Баумгертнеру. Есть и вполне успешные бизнесмены в России. Например, Дарья Марченко, на которую обратила внимание Верстка. В свои 21 год девушка возглавила 2 компании, совокупные активы которых составляют почти 3 миллиарда рублей. В чем секрет успеха? Ну, просто у Даши интересный крестный отец. Это Владимир Путин. А фамилия папы не Марченко, а Медведчук. Это тот самый кум Путина и предатель Украины, которого хозяин Кремля
Кремля хотел сделать ее негласным правителем. Бизнес-империя самого Медведчука в России тоже активно растет. По данным Верстки, в 2023 году 5 связанных с ним компаний получили свыше полутриллиона рублей выручки. Это на 80% больше, чем в первый год полномасштабной агрессии. Такой успех случился как раз после того, как Путин выменил своего любимого кума у Киева на бойцов Азова. Уважаемый Владимир Владимирович, я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Если сам Медведчук занимается заправками и нефтедобычей, то его жена несколько лет назад завладела заводом, который поставляет оборудование для Минобороны и Роскосмоса. Может, это и было одной из целей спецоперации? Охрана Владимира Зеленского практически вытолкала его из комнаты, в которой президент Украины проводил совещание. Это было сделано из-за опасений за его жизнь. Таким был первый день полномасштабного вторжения. Об этом пишет The Guardian. В издании говорится, что после передачи Зеленскому сверхсекретного доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о физической угрозе жизни президента, Зеленский в разговоре с польским и литовским коллегами высказал сомнение, что они когда-нибудь увидят его живым. По информации CNN, российские агенты в те дни были совсем рядом от своей цели. Они арендовали квартиры около офиса президента. План захвата страны включал устранение президента, которого планировали захватить или убить. Кого из известных украинцев планировали убить киллеры из Молдовы по заданию Москвы? По какому поводу начала оправдываться пресс-служба Лукашенко? Как силовики смогли воскресить экс-чиновницу? И сколько заработал коррупционер на украинских защитниках? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.